Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Дева. Таро прогноз. Что случится? Что произойдет в ближайшее время? Что скоро, а возможно и неожиданно, придет в вашу жизнь или, как мы говорим, придет на ваш порог? Цыганский старинный пасьянс. События со дня на день. События в ближайшие дни. Вот что будет буквально происходить в вашей жизни, давайте узнаем у карт пасьянса. Я знаю, что среди вас, мои дорогие девы, есть как раз любители пасьянса цыганского старинного, который у меня, ой, боже, вот так много лет, ближе к 40 уже, представляете? И цыганский старинный пасьянс, эти карты, это не философия, нет. Тут нам конкретно так показывают, что там может происходить, с чем будут связаны события. Конечно, это общий прогноз. И он не расскажет о личной истории каждого из вас, но искренне надеюсь, мы с вами проведем таки приятное время и какие-то подсказки вы получите. Вот что ж там в ближайшие дни? Ну, ближайшие, кто-то написал в одном из раскладов, это сколько? Ну, конечно, со дня на день это и неделя, где-то это может быть и больше, потому что, ну, мы же живем в процессе, скажем так, и какой-то вопрос, может быть, у нас решается за день, за два, ну, а какой-то теме нужно и подольше, да, как будто задержаться, поэтому, ну, я думаю, неделя-две. Итак, что там случится, что произойдет? Я специально не ограничиваю в сроках, потому что мы все разные. То есть это какой-то более короткий период жизни. По времени, да, именно. По вашим задумкам, потому что будет происходить. Так вот, что ж там будет происходить для моих любимых дев? Не вижу пока совпадений. Радость. Радость — это может быть и хорошая новость, это может быть и конкретное радостное известие от какого-то человека. Не исключаю, может быть, это какая-то встреча, вот это точно, потому что у нас бокал, и бокал либо вы в гости, либо к вам в гости. Или какие-то темы все-таки, да, тут касаются даже личной жизни, любовь, мои дорогие. Лебедь, любовь, верность, чувства, вот что-то такое доброе. Ну, может быть, какие-то важные контакты, может быть, и поездки к родственникам, или к вам родственники приедут, или те люди, которых вы рады видеть. Вот у вас, посмотрите, что-то доброе, да? И общение, если мы говорим бокал, и рядом у нас лебедь, это то, что нам нравится. И, скорее всего, люди — это именно те, кого мы рады видеть. Но вместе с тем, смотрите, карта нам не говорит, что это будет за молния, да? Молния — это у нас известие, такое вот стремительное. Ну, давайте посмотрим, с чем это может быть связано. Нам расскажут карты. А вместе с тем о стабилизации вашего положения, намерений, ваших заслуг, может быть, именно заслуги, якорь, смотрите. И это, правда, уверенность в дне сегодняшнем и в завтрашнем. И понятно, если в сегодняшнем уверенность есть, стало быть, это мы что-то сделали хорошо. Или мы как что-то, может быть, наработали, заработали, теперь можем пожинать плоды труда своего. Это правда. Я больше связываю с тем, что вот эта молния может касаться именно ваших прежних наработок или того, что, ну, у кого-то это согласование, кто-то подписал важную бумагу, документ и теперь себе скажет спасибо. Здесь, правда, стабилизируется какая-то обстановка и вокруг вас. Вас это будет радовать, мои дорогие. Факт. Какая-то, знаете, ну, не неделя, может быть, и 2. Это тот период для вас, когда больше легкости. Может быть, и легкости на подъем, но тут еще легкость в том, что вам нравится что-то, вам приятно этим заниматься. Будет больше людей, которых искренне, да, к вам относятся. Это, конечно, и есть какая-то поддержка, но это и, в принципе, как высшие силы для вас, и планетарно это так, сейчас создает какой-то общий, более гармоничный, благожелательный фон. И вам это, безусловно, мои дорогие любимые девы, вы ведь труженики великие, это правда. Вы очень, ну, не все, понятно, но многие из вас слишком строги к самим себе. Вот наступает время ослабить поводья, только хочется сказать, правда? Поберегите себя, позвольте себе расслабиться, позвольте себе что-то доброе. Может быть,
То, о чем вы всегда мечтали, а всегда отказывали. Потому что был кто-то другой или какие-то другие дела, а себя вечно на потом. Вот я сначала это, а потом вот то. Тут вот понимаете, как приоритеты мы можем тоже переставить. Именно для вас в добрую, положительную сторону. Потому что мы понимаем, что жизнь — это не генеральная репетиция. Мы не переиграем, мы живем один раз. Ну, для вас это, я так вижу, больше блага. И пересмотрела, пока с вами говорила, что мы тут можем еще соединить по вертикали, по горизонтали. Не вижу. Давайте продолжим. Если мы заявили скоро и неожиданно, вот давайте будем узнавать. Что для дела со дня на день, в ближайшее время, скоро будет. Именно первая часть. Что же там скоро для дев в ближайшие дни? Что скоро? Закрыть в прошлое дверь. Вот конкретно. Знаете, как изящное завершение прошлого. Вот буквально эта колода добра, мои дорогие, которую прорисовала известная художник, таролог и психолог Колет Барон Рид с большим стажем. Это ее колода, я очень ее люблю. Так вот, десятка мечей. Здесь так Колет Барон Рид и написала, что это, по сути дела, изящное завершение и начало нового. Поэтому вот что скоро? Все то, что я где-то говорила, может быть, по картам пасьянса. Что скоро для дев? Правосудие вам как это, как по судьбе. Какие-то судьбоносные моменты, может быть, аркан правосудия. Для кого-то из вас вопросы в суде. Может быть, вам и придется с учетом все-таки в этот период ретро-урана переделывать, какие-то бумаги переписывать, пересматривать, но это вам во благо. Вам тогда как будто изящно завершить это прошлое. Да и помощь приходит, и возможность будет. Предпосылки какие-то более добрые будут. Ведь по этой карте мы тоже говорим причины и следствия, как закон кармы. И если мы сделали прежде что-то хорошее, то вот это добро возвращается нам обратно. Пусть руками других людей, в каких-то других жизненных ситуациях, но оно именно возвращается. Но, опять же, и дает пространство исправить какие-то, может быть, ошибки, недочеты, переписать документы. Ведь, опять же, ретро-уран у кого-то может совпадать с периодом пересмотра контрактов, к примеру. У кого-то брачных контрактов, у кого-то это контракты по работе. Может быть, пересмотр отношений, может быть, решение каких-то сложных ситуаций. Ну, где-то примите к сведению, что закон вас бережет, мои дорогие девы. Но баланс, конечно, держать придется. Ну, а почему нет? А у кого-то серьезные беседы, может быть, на тему личной жизни. Может быть, это у кого-то новые отношения, которые, вполне вероятно, будут вами в вашей паре пересмотрены именно с прогрессом к тому, чтобы оформить эти отношения, аркан справедливость. Конечно, я не исключаю, мы ведь все разные. У кого-то может быть обратная история. Может быть, долгое время какие-то затянувшиеся отношения, которые вам не дарят ничего. Закончилось это взаимопонимание. И, может быть, действительно у кого-то суды, да, длятся. Карта, посмотрите, Колет назвала ее любовь, но прописано так: сепарация, только иллюзия. Поэтому, с одной стороны, это есть какой-то выбор, скоро, да. С другой стороны, однозначно договариваться придется, мои дорогие. Так вот выглядит аркан влюбленные, то есть мы совершенно разные, девушка и лев, да, это любовь. Может быть, это правда, в паре два разных человека. И со сложными людьми всегда сложно, правда? А с простыми, может быть, неинтересно вам. Но тогда, если мы говорим, сложились вот такие отношения, непростые, ну, так значит, от того, как мы сумеем договориться, будет зависеть счастье двух людей. Но эта карта предполагает все же, да, тоже баланс, какой-то выбор. Ну и договариваться придется. Я бы сказала, примириться можно. Очень добрая карта, и она где-то даже нам советует, да, вот что скоро, может быть, вам, мои дорогие девы, где-то придется рассмотреть какие-то компромиссные варианты. Все-таки сепарация, мы говорим, только иллюзия. И единство, эта карта именно единство. Когда мы можем думать, что нет, вот там со мной не соглашаются, или не согласен какой-то человек, или, ну, может быть, даже думаем, что вот будет так, как я сказал, или, может быть, сказала. А карта, кстати, нам говорит,
Вы зеркалите друг друга. И именно, может быть, поэтому и сложнее договориться. Вот примите это к сведению, мои дорогие девы. Ладно, что ж там неожиданно? Что неожиданно для дев в ближайшие дни? Что неожиданно для вас будет? Искушение. 15-й аркан, да. Знаете, тут прояснять все-таки надо. У кого что. Тут нельзя быть в иллюзиях, нельзя что-то оставить абсолютно наверняка на потом, потому что точно так же нельзя участвовать в какой-то игре. Видимо, аркан правосудия для вас, мои дорогие девы, говорит, ну, ваш знак зодиака как раз критическое мышление и отличает. И вот это критическое мышление для вам сейчас будет совершенно необходимо и, возможно, неожиданно, чтобы не попасть в какую-то игру. Может быть, эта игра ваша собственная, кстати. Но тогда тут тоже не заиграйся, колет барон Рид прописала, иначе эта игра перейдет в опасность. Я часто эту фразу, кто смотрит мои видео давно, я говорю об этом и в других колодах, потому что очень точно, очень так вот психологически верно. И неважно, иногда это бывают какие-то манипуляции даже со стороны других людей, это могут касаться работы или когда, ну, мы так оцениваем какие-то договоренности или какие-то условности, правда, но иногда это касается и личной жизни. Тут по этой карте все-таки страсть ведь идет, никуда не денешься. И, кстати, получение финансов тоже. По этой карте идет, знаете, такая физическая форма, хорошая физическая активность. Любой аркан дарит что-то хорошее, правда? И когда вот 15-й выпадает, нам это часто свидетельствует о том, что как бы физических сил, бодрости, оптимизма у нас будет достаточно. Но все же, что неожиданно? Неожиданно вы сами можете, мои дорогие девы, прочувствовать, что вы как привязались к какому-то человеку. Вот именно какая-то привязанность. Ведь иногда это зависимость, страстная любовь. У кого-то будет королева огня, мои дорогие мужчины. Это для вас может быть женщина, которая вам очень интересна, и вы можете чувствовать, что правда, вот вроде как она совершенно на меня не похожа. Во многих вопросах она как сама по себе. Вот то, что я сказала, любовь льва и прекрасной девы. Может быть, вот от того, как вы договоритесь, будет зависеть буквально ваше счастье. Мои дорогие девочки, ну, может быть, и вы для кого-то тоже являетесь вот таким магнитом, притяжением. Все же страстность какая-то проходит по этой карте. Это всегда идут харизматики, конечно, люди, да. И вы сами можете очень как бы ваш адрес могут оказывать и влияние, внимание, причем и влияние тоже, потому что с целью, может быть, заполучить, я такое не исключаю. Игра не должна идти по чужим правилам, да и своими собственными, мы уже с вами сказали, тут тоже нужно быть аккуратно. А для кого-то из вас конкретный человек и, правда, страстная любовь. И кто знает, может быть, этот человек рожден под знаком зодиака стихии огня. Овен, лев или стрелец. Или, кстати, имеет там асцендент. Но ведь эта карта так вот по-хорошему, она какой нам дает совет? Умей где-то тоже действовать неторопливо. Королева огня, она удачлива в правильной работе с информацией, раз, и в правильном распределении финансов, два. Может быть, где-то 15-й аркан предвещает, что деньги будут, но тебе, дева, нужно как-то очень правильно ими распорядиться. Что еще? Как-то так две карты тяну, неожиданно завершается, как, знаете, прежний жизненный этап. Смотрите, вот достала, вытянула, так вытянула. Мы говорим страшный суд в этой колоде зов, мои дорогие. Да, правда, завершается то, что было долгое время как зависшее или стояло на паузе. Или пусть это даже какая-то игра. Пусть это словно вы были, может быть, в каких-то зависимых отношениях. Все-таки мы все разные. И вот в этот период для вас очень хорошо, может быть, ну, как видно, действительно, может ли из наших отношений что-то продолжаться или нет. Хотя иногда карта все же повешенный. Это ведь человек сам себе переворачивает, чтобы что-то увидеть с другого ракурса, с другой стороны. И тут однозначно Колет Барон Рид прописала, что вам сейчас неспешность какая-то буквально, мои дорогие, помогает. А предыдущий аркан– зов.
Тут, понимаете, эта карта, как ни странно, истинного успеха. Поэтому истинный успех, он у вас практически в руках. Вы это можете пока не осязать, и тем не менее. Но это вот приходит вот так постепенно. И может быть буквально даже какие-то временные задержки помогают. А еще в 20-й старший аркан – это как дорога к свету. Поэтому сделать шаг приглашает нас карта к своему настоящему «я». Давайте тогда с вами узнаем, а к чему это все идет. Интересно, правда? Так к чему же все идет, вот эти все события? Для дев. К чему это все идет? Король Земли. Вы знаете, к вашему счастью, так и хочется сказать, мои дорогие, потому что, во-первых, стабилизация не случайно. Тут у вас выпал якорь. По королю Земли это, как и вы сами, но очень часто это наши близкие, имеется в виду супруги или решение какого-то финансового вопроса. Но вот действительно, если мы как будто укрепляем и свое положение, потому что карта статусная, но это еще идут надежные люди. Вот к надежности или к созданию надежных связей. Может быть, даже пусть это касается документов и закона. Ну, так тогда у вас документ на руках. И для вас это тоже как обеспечивает какую-то стабильность. К чему это все идет? Больше возможность для реализации именно ваших планов, мои дорогие. А может быть и правда вопросы в личной жизни, которые тоже как оформление, может быть, да? Или рассмотрение каких-то новых планов, вариантов. Девятка воздуха нам как будто говорит: ты не бойся, не создавай для себя, ну, как какого-то омута сомнений, к состраданию, к доверию самому себе и избавлению от стресса, мои дорогие. Значит, ну, не бегите с места в карьер в каких-то ситуациях, отношениях. Позвольте, наверное, действительно дорога к свету. Высшие силы наблюдают за вами, ведь не случайно ангел именно изображен, и он нам трубит возрождение, мои дорогие. Итак, к чему это все идет? Мир. Вот пусть воцарится мир, мои дорогие. Подведение итогов. Сама по себе очень добрая карта. Это, конечно, возможности. И когда вот, знаете, какая-то всецелая гармония. Чем бы вы ни занимались, может быть, за вами словно как и наблюдают. Вы можете быть для кого-то экспертом. Может быть, на вас даже равняются, мои дорогие. Девы вам могут этого пока не сказать. И вот это самокопание, оно точно неуместно. Тут нужно, как и перестать в себе сомневаться, чтобы дать возможность жизни заиграть всеми красками. Может быть, это буквально ждем мы, да? Меня смотрят люди из разных стран, и есть страны, где люди гибнут, идет война, мы все ждем мир. Какое-то мирное урегулирование. А может быть, это вам доведется быть даже в коллективе каким-то третейским судьей или участвовать в каких-то переговорах важных, контактах, когда именно вы, благодаря своему критическому мышлению, можете таки вот этот мир подарить даже в тех ситуациях, где есть раздор. Конечно, в личной жизни помириться для кого это актуально, для кого, ну, может быть, уже примирение, да, но уже все как бы понятно, но тянулись длительное время какие-то судебные вопросы. Вот здесь тоже уже все стремится к окончанию, поверьте. И значит, оно будет. Но даже если что-то идет не совсем в ваши сроки, все же у вас выпало, посмотрите, 3 старших аркана, которые говорят, что тут уже все, у Бога все готово, да, вот есть такая поговорка. Поэтому не сомневайтесь, все идет к вашему изобилию, процветанию, какому-то душевному равновесию, к правильным выводам и к новым возможностям. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые девы. А я благодарю вас за ваши искренние добрые комментарии, за то, что вы смотрите мои видео. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, читайте мои публикации, мои статьи на моем сайте. И ссылки я оставлю в описании под видео. А я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.